Всем привет, друзья! Вы на канале С миру по пиву. Приветствую вас в недрах секретной лаборатории изучения пива. И сегодня у нас будет долгожданный обзор мальтийского пива. Крафтовое пиво с Мальты. Поехали! Прошло практически 1,5 года, друзья мои, с тех самых пор, как мальтиец Мигель побывал в недрах секретной лаборатории и привез нам 8 пивцеринов. И мы никак не могли это пиво начать дегустировать, потому что было жалко открывать эти маленькие 0,33 бутылочки, выпивать их. Я долго думал, обзор каждого пива отдельно сделать или все это совместить, но в конечном итоге Ипполит Матвеевич сказал: все, свистать все бутылки наверх, за один раз мы их сейчас все и попробуем. Если кто не знает, я так думаю, что не знают, скорее всего, очень много людей про эту пивоварню. Пивоварня Lord Chambray. Это молодая, динамично развивающаяся крафтовая пивоварня, расположенная на чудесном острове Гоза на Мальте. Пивоварня была основана в 2014 году семьей Де Империо, которая впервые посетила архипелаг в конце 90-х годов и сразу влюбилась в суровый ландшафт, богатую историю и волнующую местную культуру. Гордая своей независимостью с самого начала, Lord Chambray является самой первой крафтовой пивоварней в стране и ориентируется почти исключительно на внутренний рынок. Благодаря использованию лучших ингредиентов для пивоварения и тщательному контролю качества, они производят характерное пиво, которое отличается сбалансированностью, утонченностью и питкостью. Пивоваров вдохновляет природная красота мальтийской земли, многокультурность и общительность местных жителей, а также сознательный подход к жизни. Они хотят, чтобы их пиво стало важным спутником в повседневной жизни на Мальте, поощряло приключения и способствовало социальному взаимодействию. Конечная миссия Lord Chambray — это очаровать любопытство местных жителей и гостей и распространить эту бесконечную страсть к отличному пиву. Вот так вот здорово все написано на официальном сайте мальтийской пивоварни Lord Chambray. Каждое пиво я расставил в соответствии с возрастанием алкоголя. Сегодня у нас на обзоре будет Grand Harbour Best Bitter, 3,9% алкоголя. Гозе Flanders Rosé, 4,2% алкоголя. Фанган Рок American Stout, 5,6% алкоголя. Ржаной Эль Wild Фенхель, Дикий Фенхель, 5,9% алкоголя. Сан Блас English IPA, 5,9% алкоголя. Revival Rye IPA, ржаной IPA, 7% алкоголя. Honey Winter Ale, медовый зимний эль, 8% алкоголя. И что-то весьма уникальное, стайл номер 1, Манхэттен, какой-то пивной коктейль, 9% алкоголя. Так, ну и начинаем мы с Best Bitter. Официальный сайт пишет: Гранд Харбор, также известный как Порт Валетты, вероятно, является величайшим географическим достоянием Мальты. С финикийских времен он был ареной нескольких сражений, оккупаций, войн, осад и даже разрушительного торнадо. Гранд Харбор — это воплощение британского пабного пива. Легкое и сухое, но в то же время полнотелое и с таким характером, что вам захочется еще. Сначала вас встречает мягкий бисквитный вкус, который дразнит язык нотками свежих зерен ячменя. Затем следует тонкое высвобождение типичных землистых, влажных и перечных нот, связанных с выращенным в Англии благородным хмелем. Состав: вода, ячменный солод, хмель, дрожжи. Обратите внимание, вот такой вот Best Bitter Grand Harbour, который к нам приехал с Мальты. Слушаем аромат. Аромат, друзья мои, очень классный. Такой обалденный хмелек, очень яркий такой цитрус, такая прямо мощная вспышка цитруса, которая продолжается довольно долго. При этом ячменные нотки еще чувствуются в аромате. Пробуем вкус. Вкус мягкий, да, действительно прослеживается небольшая бисквитность. И в послевкусии хмель, цитрусовая такая горчинка. Причем, если сам вкус совершенно не горький, вся горечь конкретно собрана именно в послевкусии. Великолепное пиво.
класс. Очень вкусно. Дальше у нас будет пиво Lord Chambray Flanders Rosé Газе. Открываем, наливаем. Цвет каноничного такого газе, да, из Лейпцига. Не какая-то там томатка. Давайте почитаем, что пишет официальный сайт. Flanders Rosé Газе — это слабосоленое пшеничное пиво, оригинальное лейпцигское пиво, ух ты, точно, в которое мы добавили свежесобранные цветки каперсов с Гоза. Это пиво наш праздник летнего сезона, когда остров Гоза буквально усыпан цветущими кустами каперсов. Мы вручную собираем цветки каперсов и кипятим их вместе с морской солью и местным кориандром. Нежные цветочные пряные ноты смешиваются с терпкостью спелых цитрусовых и мягким, слегка соленым послевкусием, которое мгновенно требует другого, может еще одного, скорее всего. Состав: вода, ячменный солод, пшеничный солод, хмель, кориандр, цветы каперсов, морская соль, дрожжи. Слушаем аромат удивительного газе с каперсами. У пива весьма интересный аромат с таким, знаете, цитрусовым оттенком, но цитрус именно вот не лимона, а скорее всего вот такой удивительный фрукт каламанси. Чем-то отдаленно напоминает его. А еще этот аромат нас отправляет к аскорбинке, вот к этой вот кисленькой такой аскорбинке, которую мне в детском саду давали, мне это очень сильно нравилось. Пробуем вкус. Очень необычный вкус, он такой солено-кисло-соленый, прослеживаются в нем, скорее всего, наверное, вот эти вот цветочные мотивы этого каперса, или этих каперсов. Я каперсы, по-моему, вообще ни разу в жизни не пробовал. Но уверенно могу сказать, что каперсы я пил. И вы знаете, это классно. Обалденный, крутейший, я бы сказал, газе, который вот с похмелья всахатить вот такую маленькую бутылочку, пожалуй, да, действительно захочется еще одного такого же, а может быть даже двух. Класс. Немножко кориандра и цитрусовых в послевкусии. Обалденно. Fun Gun Rock American Stout. Грибная скала – это небольшой известняковый островок прямо у входа в залив Двейра на западном побережье Гоза. Его плоская вершина покрыта маленьким растением – мальтийским грибом, который ценился рыцарями за его целебные свойства. Фангус Рок – это хмелевой стаут, сваренный с богатой смесью темных солодов, которая создает характерный аромат зеленых кофейных зерен, свежих грецких орехов, жареного ячменя и тонких ноток шоколада. Не пугайтесь цвета, это пиво на удивление приятное на вкус благодаря сухому горькому послевкусию и легкой кислинке. Я-то думал, это Fun Gun Rock, смешной пистолет, скала смешного пистолета, оказывается, нифига подобного, друзья мои. Fun Gas Rock, грибная скала. Слушаем аромат. American Stout from Malta, yeah. Аромат очень приятный. Прослеживается, конечно же, такая богатая солодовая база темных солодов, небольшая ванилька. Приятно, очень приятно. Пробуем вкус. Вкус изумительный просто. Он мягкий. Чувствуется темный солод, совсем чуть-чуть жжёночки. Вот это вот ванилька. Немного тонов шоколада. И знаете, все сбалансировано. Вот бывает, пробуешь какой-нибудь стаут, там либо жжёнки много, либо сладости какой-то перебор, либо еще какая-то ерунда. Но здесь нет. У этого пива есть баланс. Это круто. И в послевкусии чувствуется горчинка. То ли от отголоски жженого солода, то ли действительно хмелек. Слушай, ну классно. Обалденно. Дальше у нас Lord Chambray Brown Ale. Интересный Brown Ale. В составе у него получается семена фенхеля, вода, ячменный солод, семена фенхеля и дрожжи. Открываем, наливаем. Невероятно, но факт, на официальном сайте про это пиво не написано ровным счетом ничего. Не знаю, почему так получилось. Давайте слушаем аромат.
У пива очень интересный такой кофейный аромат. Немножечко, совсем чуть-чуть карамельки и кофе. Вот этот фенхель в аромате никак не прослеживается. Пробуем вкус. Вкус такой мягкий, бархатистый, приятный, солодовый. Чувствуется кофе. И, возможно, вот это вот чуть такая небольшая, вам сказать, травянистость какая-то, отдаленно напоминающая укропность. Скорее всего, это вот этот фенхель и есть. Очень интересно. И вот именно в послевкусии прослеживается вот этот самый, видимо, фенхель и кофе. Весьма интересный такой тандем кофе и фенхеля. Здорово. Следующий пивцерин у нас это будет San Blas English IPA. IPA в английском стиле. Название этого глубокого янтарного IPA в английском стиле это дань уважения уединенному пляжу Сан-Блас с красным песком, расположенному чуть ниже деревни Надур на острове Гоза. Сан-Блас это полнотелый IPA, в котором доминирует взрывной характер тщательно подобранной хмелевой смеси, которая демонстрирует цитрусовые и персиковые ноты американских сортов хмеля и более тонкие пряные ноты британских сортов. Состав: вода, ячменный солод, хмель, дрожжи, райхайнцгебот. В составе, друзья мои, обратите внимание, по цвету, да, действительно такой английский IPA. Слушаем аромат. Пиво обалденный аромат. Именно чувствуется аромат такого сдержанного английского IPA. Прослеживается цитрусовость, четко в ней прослеживается мандарин и персик. Это очень круто. Пробуем вкус. Как же это вкусно, а! Это просто обалденно. Сладость солода. И в этой сладости классный тандем мандаринки и персика. С такой сдержанной хмелевой горчинкой в послевкусии. Как вот цедра. Мандаринна, наверное. Великолепно. Очень вкусно. А еще из удивительного в послевкусии прослеживается какая-то соленость. Как будто бы вот морская соль какая-то появляется. Очень вкусно, очень оригинально, обалденно. Так, у нас на очереди Revival Rye IPA, ржаной IPA. Так, про него у нас написано следующее. Это пиво праздник нашего 7-летия. Светлый эль, Red X и пшеничный солод. Red X. Интересно, и пшеничный солод смешиваются с пряным ржаным солодом, чтобы получить идеальную основу для 5 сортов хмеля. Амарилла, Симка, Мозаик, Каскад и Цитра. Щедрое сухое охмеление дает освежающий взрыв сосны и цитрусовых. Состав: вода, ячменный солод, ржаной солод, пшеничный солод, хмель и дрожжи. Обратите внимание, богатая пенная шапка у этого ржаного IPA. Слушаем аромат. У пива очень классный хмелевой аромат. Сразу же чувствуется, что перед нами это IPA. Такой мощный взрыв тропиков, хвойности, цитруса. Ну и прослеживается небольшой такой вот этот солодок ржаной. Пробуем вкус. Очень классный вкус. Сладость солода, тропики и послевкусие такое цитрусовое, как вот корочку грейпфрута как будто бы пожевал. Изумительно. Это горько, это классно. Но вот во вкусе я ничего ржаного не ощущаю совершенно. Здесь самое настоящее царство и буйство хмеля. Обалденно. Очень вкусно и горько. Так, ну и у нас на очереди Lord Chambray Honey Winter Ale. Итак, Honey Winter Ale – это насыщенный, согревающий напиток из местного рожкового меда, который делают наши соседи-пивоварни по соседству.
Когда погода становится холодной и все, что вы хотите сделать, это свернуться калачиком у камина, эта зимняя грелка станет вашим лучшим компаньоном. Это богатое и решительно согревающее пиво со сложным солодовым профилем, который дополнительно обогащен горько-сладким вкусом меда рожкового дерева, ириска, карамель, лакрица и ароматная мята. Каждый глоток открывает новые вкусы. Слушайте, это прямо я уже хочу попробовать. Состав: вода, ячменный солод, темный леденец, мед рожкового дерева, хмель, райские зерна, ух ты, корень галанги, дрожжи. Пиво с райскими зернами я еще пока не пробовал. Ипполит Матвеевич тоже. Яша, ты пробовал райские зерна? Яша? 8% алкоголя в этой удивительной штуке. Пробуем. У пива удивительный аромат. Хотя, что тут удивительного с райскими-то зернами? Это все напоминает какую-то либо настойку, либо бальзам. Какие-то лесные травы прослеживаются здесь точно. Мед, лесные травы и, судя по всему, райские зерна. Пробуем вкус. Вкус сладкий. Такая сладость карамельки. При этом очень много здесь каких-то вот этих вот трав лесных, райских зерен. Мед рожкового дерева. Удивительно. Хмеля нет совершенно. То есть здесь больше сладость, нежели горечь. И при этом чувствуется такой согревающий эффект. Вот я его пью маленькими глоточками. И оно действительно согревает. Слушайте, ну вот, блин, классно маркетологи мальтийские написали про эффект горелки. Зимой бы вот такого пивцерина. Слушайте, это очень круто. Это прям классно. Никакой спиртуозности здесь нет. 8% алкоголя. Супер. То есть вот сидеть и гадать над вкусоароматикой такого пива, ну, просто шикарно. Так, ну и последний у нас на сегодня пивцерин. Это Manhattan Style No. 1 Cocktail Inspired Beer. Эх ты! Куда ж ты побежал? На Мальту захотел? Все уже, чувак, попал в секретную лабораторию. От нас не убежишь. Лорд Шамбре решил отправиться в новый мир, где пиво сочетается с одним из самых известных коктейлей того времени – Манхэттен. Благодаря творчеству Мориса Марамальди, миксолога и филантропа из Милана, этот проект стал возможен. Это пиво янтарного цвета дает дань уважения знаменитому коктейлю и напоминает вкус ингредиентов, составляющих оригинальный рецепт, включая ягоды можжевельника и полынь. Состав: вода, ячменный солод, рожь солодовая, хмель, ягоды можжевельника, полынь горькая, дрожжи. 9% алкоголя, друзья мои, на секундочку. Обратите внимание, такой у него полутемный цвет, такого темного мощного янтаря. Слушаем аромат. В аромате, друзья мои, солод и полынь. Хмеля не ощущается, все перекрывается вот этой вот полынью. Удивительно. Полынное пиво. Здорово. Оригинально весьма. Пробуем вкус. Во вкусе сладость солода, чуть сладость карамели. И вот эта полынь, которая очень мощно прослеживается, уходит в послевкусие, такое полынное, травянистое. И при этом это пиво греет. То есть у него точно такой же греющий, согревающий эффект, как вот, например, у Winter Ale от Lord Chambray. Зимним вечером сидеть, потягивать такой полынный пивцерин. Это здорово. Вот прям вот. Ой. Это очень круто было бы, друзья мои. Однако больше пива такого у нас нет. И вряд ли мы его еще попробуем, ну, в ближайшее время. Точно. Друзья мои, сегодня у нас был обзор 8 бутылок пивцеринов от мальтийской крафтовой пивоварни Lord Chambray. Что я хочу сказать? Обалденное пиво. Каждая бутылка просто бомбическая, вкусная. Попадание в стиль везде стопроцентный. Хмеля ребята не жалеют. Экспериментируют с различными фенхелями, райскими зернами, со всякими другими классными ингредиентами. И получается это просто здорово. Какое-то пиво конкретно выделить отсюда
сложно, потому что оно все хорошее и каждое хорошо по-своему. Минус какой? Минус единственный, в России такое пиво не продается, купить его вряд ли возможно, потому что весь вот этот бизнес, насколько я понимаю, крафтовой пивоварни Лорд Шамбре, он заточен конкретно под внутренний мальтийский рынок. Возможно, даже на вот этот небольшой остров Гоза, который входит в состав Мальты. Ну и на этом острове Гоза живет как раз Мигель, который к нам приезжал и привез нам вот это пиво. Может быть, он еще когда-нибудь посетит Россию, хотя я, конечно, в этом уже сомневаюсь, но тем не менее, Мигелю большой привет и респект от меня и от Ипполита Матвеевича, от моего жадного альтер-эго. Но вы, друзья мои, берите этот пивцарин на карандаш, если где-то увидите, без каких бы то ни было угрызений совести и сомнений, берите, покупайте и пробуйте. Пиво супер, класс. Ведь кто бы мог подумать, что на Мальте где-то, где вообще воды даже своей нет, чего говорить про хмель и солод, могут варить вот такое обалденное пиво. Молодцы пивовары, здорово. Может быть, когда-нибудь мы на этой пивоварне побываем. Всем добра, друзья мои, и всем мира. Увидимся в недрах секретной лаборатории. Пока.